Привет, привет, друзья, рад вас всех видеть. Надеюсь, у вас у всех все хорошо и со здоровьем, и с настроением. У меня вот, например, неплохо, у ребенка начались каникулы. Так, сейчас я тут адское устройство, которое мне жена подарила, отключу к чертям собачьим, чтобы не пищало. Беспокоится, понимаете ли, о моем здоровье. Воткнули мне сюда датчик углекислого газа. Мол, проветривай почаще в кабинете, а то задохнешься. Вот так вот, друзьяшечки. Ну, в общем, надеюсь, что у вас все хорошо. Я вот немножко не понимаю, у меня почему-то ОБС показывает, что есть пропуск кадров по сети. 3%. Если есть проблемы, задержки и так далее, пожалуйста, напишите в чатик. Хотя, по идее, должно быть все ровненько. Вроде там не так много теряется, но вообще странно, что вообще теряется. Римсер, у меня открыто окошко, сейчас точно не задохнусь, а чтобы оно не пищало во время стрима и не бесило. Вот, такс. Лорд Бесогон, здоровенько, спасибо большое. Спасибоньки, настроение, как всегда, огнище. Так, пока тут ничего не началось, сейчас я быстренько себе поудобнее всякие окошечки с чатиками вашими, чтобы ничего не пропустить, расположу. Вот так вот, красивенько, удобненько. Вот, говорю, вот так. О, красота, страшная сила. Текст. Ну что ж, сегодня нас ждет информация для любителей крафта. Стивен обещался рассказать нам о сборе ресурсов и, возможно, их переработке. Так что посмотрим. Подозреваю, будет новый видосик. Лорд Бесогон, как всегда, прекрасное настроение, прекрасные успехи. К сожалению, вот в прошлый раз, последний стрим, который не запланированный, со Стивеном был, я пропустил. По техническим причинам комплюхтеры иногда имеют свойство ломаться, но тем не менее все уже решено, все уже хорошо. Поэтому я снова с вами. Вопросы и ответы на сайтике в текстовом виде. Там, кстати, достаточно интересные вопросы. Они выбирали, они выбирали те, за которые больше всего проголосовали. И, в принципе, вопросики любопытные. Полный список всех профессий, например, крафтовых, тоже прикольненько. Вот как-то так. Ну а так потихоньку, помаленьку живем, работаем, ждем Ашез. Куда нам деваться? Играть все равно больше не во что. Так, мне тут, пока еще стрим не был начат, залепили донатик с вопросом, который я сейчас вам прочитаю. Попросить разработчиков, чтобы они добавили возможность покупки предзаказа с помощью крипты или что-то в этом роде для ру игроков. К сожалению, это не представляется возможным чисто по законодательству страны и все такое прочее. Однако то, что последнее обсуждалось у нас в ВК в комментах, этот вопрос всплывал, и там люди говорят, что на данный момент, если очень хочется, то приобрести пакет можно через официальный сайт. У Иксолы, говорят, до сих пор активна оплата при помощи Киви. И как бы проходит, и народ успешно покупал. Я немножко был удивлен, но тем не менее такая информация есть. Поэтому если очень хочется приобрести, я бы советовал проверить. Но я еще раз повторю, так же, как говорит Стивен, пожалуйста, если вы не готовы ждать и тестить, то лучше сейчас не покупать. Это говорит сам, собственно, директор студии, поэтому стоит прислушаться, наверное. Если же терпение железное, если хочется щупать сырую игру, править баги и все вот это вот, то welcome. Бордель, здоровенько, нет, ты вообще не опоздал, еще целых 10 минут до начала стримчика, сидим просто болтаем, как делишки. Лучше сейчас не брать, если очень хочется поучаствовать в тестах и пощупать, и ты полностью осознаешь, на что ты подписываешься, да, что ты будешь видеть сырую игру, что ты получишь доступ к определенному контенту раньше всех, и в итоге потом на старте он тебе может показаться скучным, потому что ты его уже весь прошел. В общем, у этого есть как свои плюсы, так и свои минусы.
Просто нужно понимать, на что подписываешься, и понимать, что до выхода игры еще года 2. Бордель на здоровенько. Рекомендации — это круто. Меня YouTube выдает в рекомендациях. Это же прямо удивительно. Удивительно. Мне, кстати, нужно больше подписочек, друзья. Больше подписончиков. Сколько у меня сейчас у канала подписок? Аж стыдно посмотреть. По-моему, еще даже 1000 нету. Аж обидно, да? Обидно. Сколько у меня у канала подписчиков? 896. Мало. Хочу 1000. 1000 давайте. Дискорд, здрасте. Кроу, здоровенько. Соскучился я по стримикам. Все никак не начну левые стримы делать. Вот никак пока не складывается жизнь таким образом, чтобы можно было вечерком хотя бы пару раз в неделю сесть и просто во что-нибудь поиграть. У меня там лежит до сих пор в загашнике подаренный хоррор. Там сейчас еще всякое. Там же вышел этот, господи, про брата с сестрой тоже шикарная игра. Первая часть была, я вторую хочу пройти. Жизнь бьет ключом гаечным по голове. Да. Лорд, я понимаю, да. Сам хочу, да. Сейчас вот зима настанет, дело немножко поменьше станет. Не надо будет огород копать. Деревья пересаживать туда-сюда. Пока женщины определятся, как они хотят видеть сад, станешь настоящим агрономом и будешь копать, копать и копать. Одну елку 3 раза пересаживали, бедная елка. Влад, в 21:00 по Москве через 8 минуточек. Сейчас много внимания на New World Fresh сервер. Да не знаю. New World свой шанс нормально стартануть, по-моему, потерял. Потеряла я равновесие. Дайте ссылку на Twitch. Никита Рылов. На Твиче не стримлю. Могу дать ссылочку на YouTube. YouTube сейчас вот тут, а вот. Legion's Draft или Legion's Draft? Я даже не знаю. Hello? How do you do? How it going? Are you ready for the new stream? Да, сегодня будем фармить по полной программе. Надеюсь, нам побольше покажут. В гостях у мистера Крюгера? Не, ну, возможно, я не про то, что игра как-то себя плохо показывает, я про то, что они провалили старт, и большого количества игроков они уже вряд ли получат, такого, который могли бы. Влад, о, хорошее дело, но я не сегодня. Айзен, почему 5 ноября? Стримы каждую последнюю пятницу месяца. Это стабильно, практически никогда не менялось. Иногда они делали либо раньше, либо позже, обычно в связи с какими-нибудь праздниками или если не успевали подготовить контент. Что, по датам календарь меняли? Календаря особенно-то сейчас и нету никакого. После тестов на, господи, апокалипсиса Стивен понял, что как бы давать роудмапы в такой разработке на данный момент не представляется возможным, и сказал, что они будут давать даты ближе к релизу, когда уже будет все готово, и когда они будут точно уверены, что даты не будут переноситься. В гостях у мистера Крюгера. Ну, тут, знаешь, тут вопрос не в том, чтобы она не выдержала. Если бы она была нормальной, то на момент старта, то многие бы спокойно терпели бы и очереди, и вот это вот все.
Потому что все понимают, что каналы не резиновые, серверы не резиновые, и вполне себе железные, и вполне себе с ограниченными возможностями. Поэтому адекватные люди бы ждали. И как бы первая волна, она обычно не длится больше там, пары-тройки недель. Вот, но из-за того, что игра представляла из себя на релизе, большая часть людей, которые в нее на релизе пришла, посмотрела на это, поплевалась и вкупе с очередями и всем прочим решила больше не приходить. Сейчас, может быть, некоторые и вернутся, но, говорю, основное... Тоже мне нравится, что Стивен это понимает и постоянно говорит, что у игры один шанс запуститься, поэтому к запуску должно быть все прям вылизано. Айзен сегодня никакого класса не покажет. Сегодня тема стрима — крафт, а точнее собирательство и обработка ресурсов. Сэр Артур, собственно, вот я только что тоже ответил на этот вопрос. Крафт, собирательство и вот это вот все. Собственно, в названии стрима же указано. Вроде. Я же указывал. Да, добыча ресурсов, ресурсов creation, все правильно. Должны что-то рассказать. Вот на Ама со Стивеном как раз они озвучили полный спектр профессий. На сайтике у нас полный перевод есть. Можно ознакомиться. Там много чего интересного было достаточно. И сегодня они, видимо, решили показать. Или рассказать, может быть, что подробнее. Алексеев, привет Норт Ордеру. Кто такой Норт Ордер? Я не знаю. Кто это? Николай Кравченко, здоровенько. Ага, это клан такой. Я уже загуглил, да, вижу. Наверное, он не Норт, а Норт, Северный Орден. Shadowblade — это как раз вот то, о чем я говорил, когда меня тут спросили, то, о чем я говорю, когда спрашивают, стоит ли сейчас покупать игру. На тестах очень реально перегореть, как бы вот человек в комментах подтверждает эту теорию, поэтому опять, если вы не готовы, если ждать, если вы не готовы видеть сырую игру, если вы не готовы проходить один и тот же ограниченный контент в течение достаточно долгого времени, есть реальный шанс перегореть и потом расстроиться. Поэтому на данном этапе я бы, и Стивен тоже, не рекомендовали бы приобретать игру. Если вы не готовы к этому или не хотите прям фанатеете от тестов, тогда вперед. Влад, ты очень вовремя, осталось 1 минута 10 секундов. Архейдж 2 быстрее выйдет, чем это. Возможно. В каком качестве — вопрос. Про первый Архейдж тоже говорили: о, супер игра будет. Нет. 40 секунд до старта. Вы готовы, дети? Да, капитан. Не слышу. Да. Вероника, привет. Илья, куку. Здрасте всем. Как вас сегодня много. Чатик такой живой, аж приятно. Аж приятно. Подписываться не забывайте, подписываться. Мне нужно 1000 подписчиков. Хочу 1000. А то откуда вы еще об игре узнаете? Поехали. Какие черепуньки? А, это они к Хэллоуину, что ли, такую новую заставочку слепили? Так, как всегда, полный экран, свою рожу вырубаю. Оповещение тоже, друзья, если вдруг кто-то решит чего-нибудь прислать
Или спросить, оповещения отключены, так что после того, как стрим завершится, как обычно, поотвечаю на ваши вопросы, включу оповещение, все увижу, на все отвечу. Какая милота. Если вдруг меня будет плохо слышно, говорите, я себе делаю просто максимальную громкость, поэтому стараюсь говорить потише. О боже, господи. Она меня реально напугала. Добро пожаловать на декабрьский апдейт. Она реально меня напугала, слушайте, ребята. Да, я, говорит, Стивен, я говорит, устроил сюрприз, даже Стивен не знал, что произойдет. Добро пожаловать. Надеемся, что у вас все хорошо, вы все здоровы. Это мой косплей Whistlewalk. Это есть там в игре такой маунтик, он криповенький, да, согласен. Ага, ты во время стрима, говорит, встанешь и отрастишь те самые лошадиные ноги. Это как раз та улитка, которая с ногами. As always, we'll go over a quick recap of like what we're going to be covering today. We'll be doing reminders. We're going to do a segment on PvP and griefing. Пройдемся по PvP и грифингу, а потом по сбору. I don't know. It like zoomed in on you. It has a mind of its own. He's trying to turn that off, but he couldn't figure it out. So enjoy the camera movement. Yeah, I apologize. I once again had to come to Las Vegas last night. Стивен опять извиняется, ему опять пришлось отправиться в Лас-Вегас, потом обратно. В общем, он не настолько бодр сегодня, как обычно, потому что ночной перелет и вот это все. И у него что-то с камерой, которая самостоятельно зумится. And then we'll be doing a really short character update, and then studio update, and then Q&A. So hang tight, guys. We got a lot to show you. В общем, PvP грифинг, обновление по сбору ресурсов, потом стандартно арт, обновление по студии, вопросы и ответы. А сейчас выбранный коммент с прошлого видео. Будет ли возможны настройки интерфейса на ранней стадии разработки? Например, спрятать имена, теги игроков или NPC, выбрать какой элемент спрятать, какой нет. Потому что в PvE мне бы не хотелось бы интерфейса, просто чтобы не отвлекало ничего от погружения, а на PvP хотелось бы больше информации. И будет ли какой-нибудь хоткей? Ранее это уже обсуждалось не раз, что кастомизация интерфейса — это один из главных аспектов, на котором занимается, собственно, команда дизайна и интерфейсов. Они хотят сделать как можно больше кастомизируемых моментов. Given the PvX nature of the game, as well as the different styles of combat that's available, is something that's highly desired. So Они даже частично показывали уже, как это. В общем, Стивен лично очень любит, когда есть кастомизация как можно больше, чтобы было как можно больше кастомизации.
Интерфейсный, по его мнению, должен быть по умолчанию очень удобным, но также должно быть очень много элементов, которые может изменять сам игрок. И если вы хотите, чтобы ваш комментарий появился в стримчике в следующем, то регистрируйтесь на ютубчике, подписывайтесь, или на твичике, на ютубчике, да, и оставляйте свой комментарий с вопросом. Анонсик снова будет Extra Life. Extra Life, напомню, это стрим, в котором собираются деньги на благотворительность, все деньги идут в детские больницы. Каждый год они это проводят, собирают рекордные суммы. Вот. 5 ноября 24-часовой стрим. Как всегда, там будут всякие приколы, возможно, там расскажут опять немножко лора. To be driven by one of the major points of interest that are present near one of the divine gateways on Vera. Будут играть опять в Pathfinder, и опять же там будут проходить в мире игры недалеко от врат, от божественных врат, через которые сбегает народ. Там будет много событий вокруг этого точки, а сейчас они эту точку используют в игре в Pathfinder. Соответственно, будет немножечко лора, истории и... Слушайте, 24 часа я, конечно, вам стримить не буду, но я постараюсь послушать, что там будет, и выдать, если будет что-то интересное именно с точки зрения лора. Пригейм стримчик будет у них в пятницу 4 ноября, 4 часа, а потом 24 часа они будут с 5 ноября стримить, как обычно. Бордель на быстрой перемотке смотрел. Достаточно весело, но какой-то особо важной информации там не было. Посмотрим, может быть, и здесь будет. То есть я его не смотрел 24 часа, естественно, когда было время, заглядывал, смотрел, было ли что-то интересное в тот момент, потом посмотрел в записи. Ну, здесь, собственно, можно влиять своими донатами на ход игры в Pathfinder. Нет, бордель, они там именно по игре водятся, используют реально лор на момент падения, но какой-то особой информации там особо не раскрывается. То есть про лор текущего времени они, естественно, там не будут говорить. То есть там все именно будет история веры. То, что происходило во время падения. Если наберем 2000... Так, сейчас я не успел до конца прочитать, Маргарет нечаянно, видимо, включила. Pathfinder — это немножко не ДНД, но это тоже настольная игра. Да, и они командой собираются, командой разработчиков, и сутки играют в Pathfinder и по-разному другому развлекаются. В прошлый раз там они, по-моему, бороды брили при достижении определенного количества донатов, еще там что-то. Ну, в общем, все вот так подобного плана. Следующую пятницу, в общем, Стивен говорит, он просто вспоминает, какие подписчики крутые, сколько они там денег вдонатили в прошлый раз. Pathfinder нет, по-моему, не на 5-й, не помню. Честно, тоже не буду спорить, но, по-моему, отдельная система все-таки. А может и на 5-й. Я предпочитаю просто ДНД. Итак, 1000 башни из Орио, 2000 раздача ключей на Альфа-2, 3000 челлендж с рисованием вслепую, 4000 опять раздача ключей на Альфа, 5000 жирный кролик, соревнование какое-то, опять раздача ключей, на 7000 информация, раскрытие какой-то инфы по Ashes, 8000 это Альфа-2
раздача опять, 9000 челлендж по йоге, 10 тысяч опять раздача Альфа-2, 11 тысяч сражения в костюмах динозавров на световых мечах. Это было в прошлый раз, а выглядело забавно. Ну и опять раздача ключиков. John will kill us if we break another lamp. He will kill us. The lamp fell over. It was pretty epic. But yeah, it's Они там gonna be лампу fun. какую-то And разбили, some сейчас of вспоминают в the прошлом году. milestones will also require your guys' interaction in chat. So if you're in chat, you get to В tell us, you get to общем, pick some of the options that нужно happen. будет еще участвовать which can в be a lot of fun. чатике, And of course, потому there что are это a будет bunch of влиять other на rewards that we have this происходящее. year Будет for the еще top куча 2 donors per награды segment, so every 4-hour segment. The first будут segment награды includes all the топ-2 donations донорам. prior to the stream, the 24-hour stream. We will be giving a non-exclusive cosmetic item as well, and we'll be revealing that item on Saturday, so stay tuned for В субботу the какой-то Saturday stream предмет for the 24-hour покажут, live stream. And we'll also have the Alpha 2 access, который дадут which you'll get access to, еще and a доступ random к board Альфе game 2 from our и selection, which will show a whole selection of those as well. And then еще we какой-то also have рандомный the top предмет. team on the Intrepid Studios Extra Life team. So if you make a team on our team, and then also the top overall donor on our Ashes of Creation Extra Life campaign. И you will both еще какое-то get соревнование the, команд. Ну, в общем, они там очень 2022 Intrepid Extra Life много. Top Supporter Bundle, which includes the Илья, non-exclusive почему это in-game странно для студии? cosmetic, Это as well as ежегодное Alpha 2 мероприятие, access, and a bundle проводящееся of 10 там, Alpha 2 и codes that you can в give нем away to участвуют your friends, все family, игровые viewers, however you студии. like, Тут and a ничего personalized странного. Это video не from чисто I Love их You, Stephen Tree. мероприятие. Это как бы And ежегодное also, we мероприятие, might be в котором doing участвует something called куча a игровых Death Nut IT-компаний. Challenge Yes. during the stream, which is interesting to say the least. Типа, And играй lastly, every year за I здоровье don't детей, think we так have скажем. ended a A stream on charity time. stream on time, nor without me receiving several pies to the face, which is always fun. Yes. We Make sure definitely are you bringing back Вот. the pies to the Ну, face. ну, ну, so, еще обязательно вернут yeah, it's a lot of понравившиеся fun. так зрителям And then, of course, пироги в лицо any team Стивену. that raises $100 or more on the Intrepid Studios Extra Life team by November 8th, 2022. So we'll leave it open a little bit longer, and also give us time to get a little rest in before we pick the winners. That will they will be put into a raffle to be drawn for a 2022 Intrepid Extra Life Supporter Bundle, which will include the non-exclusive in-game cosmetic. Ну и, the в Alpha общем, 2 если вы access, объединитесь and в the bundle команду и codes, тоже as там well вдоните as определенное количество your сумм, то choice среди of вас, the среди Nostalgia таких Wave команд 3 будет or the Stream Deck. So hopefully for those of you разыграны who are некоторые maybe, приятные smaller штуковины, streamers and типа you не can уникального get визуального up to предмета. $100 to raise, you can potentially get some increases to your quality of your stream and things of that sort. So Вот. we want to give back to everybody. Hopefully that covers a lot of Доступ stuff. к Альфе и еще там And что-то. beyond that, we also have Тупик, our здоровенько, cosmetics that are спасибо swapping on. большое, So уже definitely read the 900, lore for осталась this one, соточка, 'cause it соточка, might еще not look соточку, as и у меня creepy 1000, this спасибо time, but большое if за you read the подписки, lore, ребят. some creepy stuff going on. Cult stuff is always weird. But the Accord of Autumn. Так, кстати, а вот это я, да, это я вам забыл предоставить. Я не перевел статейку про костюмчики в этом месяце. Я думаю, уже поздно, в следующем переведу обязательно. Что-то я как-то забыл про нее и пропустил, прошу прощения. Ничего критичного там нету, там есть немножечко лора, но ничего критичного. Переходим к PvP. Это тема, которая обсуждалась на протяжении предыдущих недель. Давайте осмотрим, что вы имеете в виду под гриффингом и вот это все. Что ты называешь гриффингом, Стивен? Чтобы мы понимали контекст. Это хороший вопрос. Для начала я спросил Маргарет включить эту тему ПВП, мир против мира и гриффинг. Потому что было очень такое здоровое обсуждение внутри нашего сообщества и внутри вообще MMORPG гейминг комьюнити в целом о том, какие системы в какие системы игроки играли ранее. Система флагов, какую роль играет эта система в бою и гриффинге, добавляя чувство опасности в мире, и
Почему мы добавляем PvP и флаги, систему флагов в открытом мире? Я хочу еще раз обсудить и пояснить. Не помню, обсуждали мы это, но я хочу еще раз поднять эту тему, так как она привлекает все больше и больше вопросов, и игра привлекает больше внимания, больше людей. У нас появляются новые пользователи, новые игроки, которым нравится то, что они видят, и они узнают о системах и не все знают. Я хочу, чтобы все понимали в сообществе Ashes of Creation. Мы всегда вежливы, и мы всегда хотим объяснять и предоставлять информацию. У нас есть потрясающий ресурс, который делал Лекс, один из наших почетных членов сообщества. Там куча ресурсов, ссылок и так далее. Это про Вики сейчас. Я бы очень рекомендовал тем из вас, кто является новичком в проекте, обязательно заглянуть туда, обсуждать вопросы в Reddit, в Дискорде, но обязательно ищите информацию сами. Идите на наши вики, идите на наш русскоязычный сайт, там тоже дохрена всего на самом деле. Надо бы как-то немножко структурировать побольше, чтобы удобнее искать было. Но, тем не менее, там тоже дофига. Вики тоже на русском языке есть, переводят ребята, за что им огромное спасибо. В общем, если вы новичок и только узнали об игре, то прежде чем задавать какие-то вопросы, попробуйте поискать информацию самостоятельно, возможно, она была. Тем не менее, в комментариях обязательно спрашивайте, я, если что, тоже отвечу с удовольствием. Что я хочу сказать о недавнем топике про Open World PvP и флаги и PvP в целом в Ashes of Creation. Есть есть очень точное описание того, как PvP работает в Ashes of Creation. Оно должно быть значимым, и оно должно иметь влияние на мир. And I think that's where the concern really lies, is when PvP enters the realm of being outside of your control. Здесь вопрос о том, когда PvP выходит за пределы вашего контроля. Проблема заключается в том, что во многих играх, в которые вы играли ранее, вы не могли влиять на вот эти вот PvP составляющие, и оно сильно влияло на ваш геймплей. Грубо говоря, оно вам мешало вот этим самым грифингом. Гриферы — это вообще динозавры, сказал Стивен. What we tried to do, or what I've tried to do, is take a system that I experienced in the past and refine it in such a way. Мы взяли системы, которые я встречал раньше, и улучшили их таким образом, что грифинг, с которым мы встречались раньше, он сведен к минимуму. Что такое грифинг? Грифинг — это не обязательно риск. Риск как раз это хорошо, у него есть смысл. То есть, когда вы рискуете и что-то получаете взамен. Это все эмоциональные ответы, которые появляются, когда есть риск. Риск — это неплохо, риск — это хорошо, и он нам нравится. И не только в PvP, но и в PvE, когда вы не всегда можете предсказать, что будет происходить в вашем окружении.
or these ads came at an ill-placed time, or there's a trap here that I didn't experience before. There's a lot of elements that Risk introduces that keep gameplay less stale. В общем, Риск делает геймплей более динамичным. Создает неожиданные вещи. Это хорошо. Вопрос возникает, когда риск становится чем-то, что не останавливает других игроков от влияния на ваш геймплей. В негативном, постоянном стиле. При этом для них это влияние тоже не дает никакой пользы, кроме желания вызвать злость, страх и так далее. Вот что такое грифинг. Это то, что выходит за ваше ожидание, за философию дизайна. Это то, что мешает другим игрокам играть. И вот и это то, что мы планируем остановить, но при этом сохранив наличие риска. Эндер, речь сейчас только про PvP и ПКшеров. The occasions in which griefing happens gets mitigated. That becomes very few, very less frequent that a player is willing to accept loss as an impact for being able to affect another person's gameplay. And the corruption system that's in Система проклятия в Ashes of Creation, мне кажется, позволит снизить подобное поведение к очень небольшим ситуациям. При этом PvP все еще будет, и риск будет, но грифинг будет бессмысленным и не будет давать людям никакой пользы, и будет, грубо говоря, ПКшерам будет плохо. То есть риск от получения коррупшена должен быть... Чтобы получить коррупшен, у вас должна быть весомая причина, скажем так. Стивен говорит, что мы сейчас... Вы не можете сказать, понравится вам эта система или нет, потому что вы ее еще не видели. Мы ее серьезно перерабатываем, она серьезно отличается от предыдущих систем. И мне кажется, что эта система будет действовать очень хорошо, и при этом сохранит долю риска, ощущение риска и, собственно, наличие риска. Но это еще будет обязательно требовать дополнительного тестирования во время альфа и бета-тестов. That is just not intended game design. Those are actionable events. Those are potentially CS actionable events, right? You don't want other players just playing to ruin other players' game experience. Мы, по-моему, в конце прошлого стрима обсуждали этот вопрос, или в Дискорде мы обсуждали этот вопрос. В общем, Стивен еще раз повторяется, мы постараемся максимально улучшить эту систему, чтобы мы постараемся улучшить эту систему подобным образом, чтобы сохранить наличие риска, но при этом избавиться от грифинга. О чем, собственно, мы обсуждали. Где и когда игроки будут участвовать в PvP? Yeah, absolutely. So when and how players encounter PvP. The majority of PvP that players Большая часть PvP, the vast majority, самая большая часть, это определенные системы. Например, осады, караваны, войны.
These are Или выход в conscious открытое decisions море. that players will make, knowing the risk potential, the risk То profile, есть эти assessing системы that, работают тогда, and когда they люди will opt into понимают those things. риск и подключаются к But as we этому риску, discussed with the согласны на open этот world риск. flagging system, Но there is a так как мы possibility that обсуждали players открытый мир, will да, есть шанс, contest что dungeons or игроки contest raids ну то есть that в you and your рейде friends might be a и part of. в данжинах, And that's a да, decision там point to a degree игроки. as well, because as I said, most players won't go red. The vast majority of players will not go red given the risk, and not just risk, but what is risk, right? Risk is the potential of failure, the potential loss, Например, and there's попытаться помешать many кому-нибудь в scales of рейдах, failure. помешать But кому-нибудь в данжах, но going это red всегда or будет gaining очень corruption большим not only has risk риском. associated, it also has То a есть, cost. And то that есть cost is a defined cost. There's a получение known value проклятия, to that cost. когда ты You становишься raise your красным, cumulative это PK score, which большая, increases the future corruption that you might gain, требует большой which цены. dampens skill efficacy in То combat when есть you are corrupt. пустое You gain 4 ПКшество, times the death penalties when dying as red. You can't оно trade your gear or interact with vendors серьезно and влияет на NPCs персонажа. Не можешь or взаимодействовать с store gear NPC, inside of a storage не chest можешь while you're red. торговать, не можешь So it ничего mitigates the делать, пока ты potential you красный с have определенного to уровня, у тебя начинает падать potentially количество safely здоровья, get rid of that corruption. In addition, you have now the и potential практически to нет drop способа equipped items and безопасно и gears if быстро you are избавиться от этого corrupt. состояния. So it's И almost при этом из тебя certainly падает все снаряжение при гибели, a negative и, return в on the общем, investment of going негативное corrupt. As a result, влияние very many от players will коррупта, not engage with the system. But again, оно it's a fine очень line сильно, between и risk there, большинство людей while вряд ensuring ли reason. захотят you covered a bit of становиться this just now, проклятыми, but при том, что... one of the things that has come Ну, up как мы in the обсуждали в прошлый discussion раз, то есть, about this чтобы стать topic is ПКшник, other games они have хотят добиться flagging and corruption системы, systems, but they still have они хотят issues with добиться users системы, grouping each other. благодаря которой, How is our flagging system and corruption system чтобы going to стать deter that? ПКшником, нужна Well, реально in a majority of cases, the experiences какая-то that I've had серьезная, where the очень corruption серьезная system причина. doesn't accurately address the potential for griefing is when the system has essentially failures, failure points where the corrupt players can create a PK alt, right? That has the ability to be logged in or logged out at a location where you're protecting, let's say, the hunting ground, and you have the ability to support the PK alt through healing, and you might not flag by doing so. The alt has the same level of damage output and has no risk of loss there. We address that by having the skill dampening so that that PK alt is ineffective in PvP and doesn't have the ability to kill. You can return fire against a red target and not, go purple so that you're a valid target for PvP. The red targets will have to continue to accrue that negative corruption. В общем, Steam If they сейчас wish to полностью defend описывает themselves. систему, которую There's a logout они... timer assigned for players who have corruption that's very significant. And even if they force disconnect their client during that time, Там даже есть, ребята, защита от дисконнекта для ПКшеров. Если ты в ПК и выходишь из игры, персонаж еще какое-то время будет оставаться в мире, и его можно будет прикончить. Например, вот так. То есть он не сможет убить и просто логофнуться, его все равно добьют. Вот так. В общем, чтобы стать ПКшером, именно вот таким вот, который просто конкретно бегает и в тупую бьет игроков, это не будет иметь никакого смысла. То есть, если ты становишься ПКшером, у тебя должна быть какая-то веская причина для этого. Как мы обсуждали, по-моему, в прошлый раз, например, какая-то точка редких ресурсов. И к тебе приходит, и ты говоришь, она моя, не трогай ее. Они говорят, иди нафиг. Тут вот имеет смысл подумать, может быть, имеет смысл одному из игроков стать ПК, угробить того, кто пришел за ресурсами, продолжать их собирать, пока ПКшер отмывается каким-то образом. То есть это не грифинг уже, это уже игровая ситуация, и да, человек типа решил стать преступником, чтобы защитить свои ресурсы, которые он хочет сам добывать. All right. And then the next part of this is obviously there are situations where we as developers cannot always make, those changes, or we might not foresee something that players might do to one another.
how will we handle targeted harassment that happens in PvP? For instance, like maybe there's a streamer and now they're just being Как мы будем farmed, решать right? Or whatever проблему that might с be. There's many харассментом examples of that. игроков через ПВП? То есть, например, если там человек What was the стример ему question? I'm мешают и так далее. How will А we Стивен handle targeted прослушал. harassment that То happens? есть, когда Oh, I see. конкретно Targeted кого-то harassment. гнобят Again, as I said при помощи previously, ПВП. when a player takes their play experience to the point of harassing another player and doing so on a repetitive basis in order to Когда кто-то diminish their play experience, постоянно And мешает и that харасит. is done, it is a breach of what our code of conduct is expected. И это будет And it is a нарушением ticketable offense, пользовательского right? If you are соглашения. following around a streamer or you're following Если around a вы player and бегаете your за intent is игроком и постоянно ему to мешаете, keep them мешаете, from playing the game or нарушаете force them to quit, его that игровой is опыт, a заставляете dirty его player выйти из mindset. игры, It's a bad player mindset. It's a griefer's mindset. It's это not something that is гриферский desired подход, это in the не то, ecosphere, in the community что of мы Ashes of хотим Creation. получить в And as a экосфере result, комьюнити it is a Ashes serviceable of customer Creation. service, Соответственно, situation, это right? просто That is проблема, которую where будет решать warnings are given наша служба and поддержки, actions can be taken и against the account против holder of an такого individual whose sole purpose is to персонажа disrupt and affect могут быть negatively the приняты gameplay experience of определенные others. действия, And, чтобы он больше не you know, нарушал risk doesn't mean игровой опыт harassment, других torture, игрокей. right? То есть риск — That's это not what не risk is. угрозы, не харассмент, Risk не is вот a это вот healthy все. thing. Risk, like I Риск — said, это increases our нормально, value of риск — это achievement. интересно, It он increases the value of reward. увеличивает It feels really цену good that вашего you overcome достижения risk. в итоге. It doesn't Если вы feel вот good to get рискнули, griefed. получили награду, и And that's вы not the больше output нравитесь of the system. на такой награде, чем если бы And on вы the ее customer просто так service side, we получили, do plan как to have подарок, in-game например. GMs. We do plan to В игре serve планируются people in the best игровые way ГМы, possible. и We'll grow our service team as much as we need мы будем as our player base расширять grows. нашу команду Obviously, right поддержки now, как можно we больше don't need as many folks in those roles, по but мере того, as как we это do будет grow, that is необходимо. something that Поэтому we're это то, very над focused чем on. мы And, обязательно, if you к haven't этому мы seen уделяем already большое how внимание. we've been interacting with people on the service side when it comes to like community management and customer service. And so on and so forth. We really do care about people, and people are Пьер, people, здесь and будет that's, этому мешать you know, просто то, at что, the end of the day, начиная we're all с, gamers по-моему, trying to play Стивен a сказал, с game, третьего уровня, у making games, тебя playing идет games, like that is diminishing our goal. здоровья, We're и not в итоге ты будешь here оставаться с одним to try хп. to hurt or harm people. И отмываться I like через people are мобов, people. People are people. Well, We are там sometimes people. people здесь think, like, отмытие идет we're через robots and that, like, we специальные don't квесты, и care, Стивен or, сказал, like, что это No. долго, it hurts the долго, most is дорого и when people больно. say like developers don't care, and it's like, man, we What? pour our hearts and souls into what we do Yeah, every day. А что, кстати, So, Османгол I там think our такое community is учудил? Я great что-то at пропустил understanding that. его выступление на Obviously эту тему. fostered an incredible Расскажите в rapport, чатике, я потом with you почитаю, guys, а то and интересно. extremely appreciative of the feedback Сейчас вот and увидел, engagement that you provide Бордель us. написал, It's very meaningful in the development и and вспомнил, innovation что уже process видел for Ashes в of Дискорде Creation. такое. I wanna leave this subject on a parting note. yeah, go for it. It's important to remember Важно that помнить, the identity of what Ashes of Creation's core philosophical tenet is risk versus reward. что основная цель, основная идея игры — это риск против награды. Мы будем обязательно менять различные системы, мы можем менять различные подходы, но основная философия Ashes of Creation, как ММО, это именно риск против награды. Чтобы получить награду, нужно рискнуть. А рискнув, ты можешь получить награду. And while the discussion is healthy, and we want to make sure that we are relaying accurate and informed Ашес умрет и банил всех, что-то его жестко так накрыло. Ну, да. We don't want to make assumptions. We don't want to relay information that's not accurate. We don't want to relay that intent that's not accurate. What we want to do is express that Ashes of Creation is endeavoring to build a risk versus reward centric PVX style game. And that intent and purpose will be И delivered Стивен говорит, upon, что у and it нас will not будет в change. игре и PVX игровой We will fine-tune, опыт. Не PvE, не we will PvP, а test, PVX. we will ensure И that это we не reach the изменится, goals но of мы the будем intent of these делать, systems. мы будем тестировать, But that и core мы philosophy будем will stay the same.
мы как бы постараемся сделать так, что все будет так, как мы запланировали, но при этом мы не будем менять главную философию — риск против награды. Теперь gathering update, сбор. Preface this video. We have a couple videos, so do you want to do? Let's do the first one first. So, like, if you want to. Yeah. So first thing you're going to be seeing right now on PvX screen — это PvEVP. the last То есть time you игрок saw против a окружения и gathering против других игроков update одновременно. Это PvX. was last year. After Последний Alpha раз, когда 1, мы рассказывали про or during Alpha 1, сбор, это so было в прошлом August, году, September timeframe. где-то... And in that time, there has been some changes. И за это время там, with конечно же, произошли regards определенные to изменения, the касающиеся... intent and purpose of the gathering and harvesting systems within the game. This is the biggest thing you will notice in this Самая большая upcoming вещь, video that которую we're вы going to show увидите you with that в update следующем видео, is the visuals это of визуальные... harvesting, of gathering. Визуальное обновление, собственно, Previously, процесса in сбора. games that I've played, when you chop a tree down, Ранее в играх, в которые я играл, когда вы срубаете дерево, оно падало, ветки проваливались под землю, и они исчезали. Когда вы добывали камень, камень тоже исчезал. Ну, в общем, это было достаточно скучно. Ну, и люди не особо много внимания этому уделяют. То, что мы создаем в Ashes of Creation, это очень такой проект самоуверенный, в том числе мы очень много... Мы стараемся сделать все для любителей ММО-жанра и добавить даже кое-что дополнительное, в том числе визуальную часть игры. То есть мы хотим сделать максимально погружаемое окружаемое. Это первая большая вещь. Вторая вещь — это информация об изменениях некоторых систем, и что можно собирать, и что... Вот сейчас на видео у нас то, что было в прошлом году. И сейчас вы увидите, как это выглядит сейчас. Но я хочу уточнить. Это еще pre-альфа, это работа в процессе. Здесь будет еще работа и над окружением, над визуальными эффектами, и над звуком, и над интерфейсом. Все это еще в процессе. Вы увидите изменения между прошлым годом и этим, и я хочу, чтобы вы понимали, что работа будет продолжаться и дальше. Но мне кажется, вам понравится. Эндер — это еще старое видео. Там на видео чисто они напомнили, как выглядело это в прошлом году. Very specifically. And then the last thing I want to say on this video И последнее, что я хотел сказать по этому видео. Черт, я забыл, что я собирался сказать. Ладно, я вспомню, пока вы будете смотреть. Да, мы готовы, поехали. Да, у меня, ребят, что-то какие-то небольшие проблемы, видимо, со стримом. Я вижу тоже пропуски пакетов почему-то ни с того ни с сего. Ничего не могу, к сожалению, с этим сейчас поделать. Опять у меня начались какие-то проблемы именно на отправку. Жестко лагает, это плохо. Всем привет, друзья, и добро пожаловать на еще один стрим. Я очень рад показать вам то, над чем мы работаем. У меня есть... Ко мне присоединились два наших крутых разработчика, которые принесли... Mr. Corey, how are you doing, Corey? I'm doing great. Super excited to be here. Которые помогают нам привести игру к жизни. Ребят, скажите, а в ВК нормально или тоже глючит? Вроде в ВК нормально, а это чисто ютубное что-то, походу.
resource systems to the economy as a whole. And I know that you and the other designers have been working hard, looking at the feedback. Не, у меня все еще идут потери, ребят. Recent games they Их вроде played, поменьше стало, но and все равно thinking идут. about how, with further details along some of our systems like land management and how they've influenced some of these Но changes в ВК since я не Alpha вижу 1. проблем. Я вот сейчас вот смотрю, вроде нет And we are проблем в ВК. also joined by И one к of нам our присоединился absolutely один из phenomenal наших senior gameplay феноменальных engineers, главных Mr. Alex. How you doing, buddy? геймплей-инженеров. I'm doing Сеньор pretty well. Excited to геймплей-инженеров. be here. Excited to have Я you as очень рад well, быть с вами because, здесь. of Мы course, тоже. the magic lives in the code. And you have done Вся магия an находится awesome в job коде, и ты in делаешь потрясающую работу, design and помогая bring to life the desires that they have for the system. дизайнерам We're gonna get into, I think, some fun привносить их, discussion about приводить их what идеи it в took жизнь. to make some of this stuff possible. So, as Итак, some of you out in the community may already be ВК тоже aware, глючит? Странно. Ну ладно. this Ребят, пока не могу livestream, ничем this помочь. demonstration is going to be about our Этот gathering and лайвстрим harvesting будет systems. о наших And, системах while we are сбора. hard at work and getting things ready for Alpha 2, И пока мы there готовимся have к been some, Альфа-2, significant здесь произошли changes in серьезные the direction изменения в of how we're направлении того, approaching, как general harvestables within the world. And we want to be able как мы to получаем obviously show you guys that. основные собираемые I think, предметы в you know, мире. right now we're recording this on Я думаю, мы Thursday. сейчас This is записываем pre-recorded. это, мы Tomorrow is записываем live stream day. это I've в asked the среду. community team to prepare Я some of попросил the комьюнити-команду older references подготовить from Alpha 1 старые and what референсы с gathering первой looked like альфы there. и And то, of course, как you guys это know выглядело that, тогда. you know, in development, Вы знаете, we're что always это showing все you guys в works in разработке. progress, and those works in progress change over time. And now you guys are going to get an opportunity to see Да ненормально, ненормально. Я where вижу it's at now. You likely just saw an example of where it was пропуски last кадров, year. причем по причине сети. Буду And I опять на think провайдера you ругаться. are going to be pleasantly surprised and excited to see some of these changes. Я думаю, вы Where do you будете guys очень think we should удивлены. start first, Давайте, Alex, с чего Corey? мы начнем, Алекс, Кори? Well, I think we should lop down one of those trees. Я думаю, thanks нам for the- нужно Okay, посмотреть so my на first одно question, из этих Corey. деревьев. Первый Do I have to вопрос. pick a specific tree, or Мне нужно can I выбрать chop down определенное any дерево, of или these я trees? могу срубить любое. You can chop down any tree you want. Вы можете срубить любое. Просто you like, выберите, которое вам And just понравилось, take that lumber. Oh и my собирайте goodness. дерево. All О, right, so божечки, that is кошечки. probably the first major reveal. Возможно, Is это that первое главное Ashes of Creation, изменение. Это то, что в Ashes of we Creation have now теперь expanded the resource gathering system расширена система include сбора ресурсов, и a она great many of what the учитывает, world is showing you вкладывает of these resources. So when себя you see a tree, you can chop a tree. If you очень see a много из rock, того, что вы you видите, can вы видите mine rock. на And экране. before Если we вы actually видите chop this дерево, tree вы down, можете срубить дерево. I Если вы wanna видите tell камень, вы you можете that I have попробовать played добывать a камень. lot of MMOs. Прежде I've чем я played a lot of начну games. рубить, я играл во много And игр, в I много don't ММО, think и не I have думаю, что ever я seen где-либо a tree fall видел, чтобы дерево to this падало high of a visual fidelity настолько визуально круто. before. And let me just chop this down, and И then we can позвольте talk мне about what it просто took to get here. срубить это Alright. дерево. Does this tree look good? Should we chop this one down? How's the angle here? We're gonna get a nice view from this angle. Я Okay, параллельно alright, пытаюсь let's chop разобраться, it. что у меня с сетью. Давайте я попробую его сейчас срубить, I love говорит the new Стипен. UI. Oh, I know. And the sound. Get ready. It's happening. Oh my Офигеть. gosh. Look at the dust kick up. Look at the canopy of the tree get impacted and when it falls. Wait, that's not all. As it dissolves, it comes back and it grows. And of course, we are speeding up this growth stage, right, Alex? Yeah, correct, yeah. So we're speeding this up now to just to give you guys Мы an сейчас idea of устаряем how то, как these assets regrow in the растет world. дерево. And Alex, talk to me a little bit about what it took to get that physics-based collision actually working like that, because that was impressive. Well, let me just begin with the amount Давайте я of немножечко feasibility reviews we had to go through in order to achieve this. очень I нечетко remember говорит, чувак. when I first talked to you about having the canopy get rigged and and actually have that physics component, I think your eyes grew like 50% wider.
Когда я первый раз тебе рассказал о физическом отображении того, что я хотел, у тебя, по-моему, глаза увеличились в 2 раза. Итак, что потребовалось, чтобы сделать подобную реалистичность, чтобы верхушка дерева падала подобным образом? Короче, они, когда вы рубите дерево, переделывают сетку дерева, пересобирают его, и при падении ствол и ветки, собственно, взаимодействуют с землей, отбиваются от нее и ломаются. I don't know, not really. Definitely not. Usually just mostly animations, or it just converts straight into lumber and then it just, just drops. Yeah, what I'm accustomed to is like just watching the branches kind of, intersect through the ground, after it falls, and then it just disappears. But of course, as you guys know, in building ashes, we're really aiming for a very high visual fidelity bar. Сейчас вроде прекратились потери, как я смотрю, ребят. Наладилось видосик-то. Стримчик. Я вижу кучу потерь, сейчас у меня пингуется. Николай, нет, не говорили, сколько растет дерево, но я думаю, достаточно было. Посмотрите, как оно ломается, обалдеть. Неплохо, неплохо. А вот то, что можно рубить вообще все подряд, все леса повырубят к чертям. В общем, в мире теперь огромное количество ресурсов, которые можно собирать. И теперь расскажите, что к чему привело это изменение к количестве подобных ресурсов? Что это, как это выглядит с точки зрения экономики? One of our previous live streams was about seasons, right? And the changes that can come from seasons. What could Это изменение связано с сезонами, о которых рассказывали ранее. То есть далеко не все можно собирать круглый год. Kind of allows us to attach the changes that you see during the seasons to all the gatherables that you see. So the information that you learn from season to season and about each От сезона к сезону вы будете узнавать все больше и больше различных элементов, которые можно собирать, и вы будете больше узнавать, получать информацию как, собственно, собиратель. Сейчас опять будет лагать. I actually complete the harvest. But after I complete the harvest, I see that I collected basalt in the bottom right-hand corner. Talk to me a little bit about kind of that decision and what that means. Yeah, totally. So there's a bunch of different things in ashes that will be gatherable, right? We have plants, and trees, and очень много собираемых растений, собираемых предметов. Растения, камни, дерево, ягоды, рыба. И мы хотим, чтобы... It wouldn't really make sense for you to just see gold all over the world the same way that you would, like, plants and trees. So we wanted to get feedback on what players think about some of the different gatherable types having kind of different things that you would have to know and expect from them. So rocks are a good example of this, where you can see a rock, but until you crack that thing open, you don't know if it's full of stone, crystals, rubies, gold. So we wanted to try that out with some of our gatherables to have players have to open this thing up. And that's not to say that we... В общем, грубо говоря, ломая камень, вы не всегда будете знать, что в нем находится. Вы можете найти рылу, вы можете просто разбить камень, получить просто камень, можете найти в нем что-то более ценное. Можете наткнуться на реальную жилу, которая может долго-долго разрабатывать, о чем говорилось раньше.
as an example, surveying can play a key role in helping players to identify locations of rare resources within an area. Is that correct? Yeah, definitely. Talk to me a little bit about surveying. Yeah, so surveying is a way that players can check out an area for resources. So Surveying, я так понимаю, это какая-то возможность игрока, которая позволяет лучше обнаруживать и понимать, где находятся те или иные ресурсы. Поэтому эта система позволит быстрее понять, где может находиться конкретная система, конкретный ресурс. Ресурсы в игре перемещаются и не всегда расположены на одном и том же месте. Поэтому благодаря этой специализации можно будет получить... Вы можете... Благодаря этой специализации вы можете понять, когда здесь растет, в какой сезон здесь растет то или иное растение. Да. Вот. Сейчас был камушек с железякой внутри. То есть предыдущие камни он ломал, а они были просто каменные внутри, а этот разломался, и он типа с тоже железякой. Вот он в правом нижнем уголочке отображается, что он добыл железную руду. Когда игроки взаимодействуют с системой поиска, будет, я так понимаю, дополнительный геймплей, уровень геймплея. Когда вы устанавливаете инструмент по поиску, у него есть определенная зона, в которой он ищет. As a starting out gatherer, you might end up with one of the tools, right? But as you progress and become more proficient with using the tool, you might be able to set up additional pylons and extend the area of your survey. Можно будет устанавливать дополнительные элементы для расширения области поиска. Зря ягоды падают, он их собрать должен был. Ну ладно. Интересная анимация, надо будет им написать про эту странность. Он вроде собирает ягоды, они на землю все падают. Ну и серпом ягоды собирать тоже такое. В общем, вы можете установить специальный предмет, который позволяет вам понять, что здесь растет. I'm collecting apples, and they're like from a bush. They are from a bush. Вы можете расширять систему поиска при помощи специальных дополнительных устройств, охватывая большие территории и получая больше информации. Стивен сейчас удивился, что с куста падают яблоки, говорит, это яблочный куст? Да, это яблочный куст. Land management system, right? Is that resources spawn at a set rate, and that rate can be influenced by how other players are interfacing with the resource system within a given area. And if there is a high traffic and a high volume of interaction that is yielding these general resources or more specific and bespoke resources, then that can have a deleterious effect on the land management score of the area. And how does that affect the resource spawn? Yeah, it could be positive or negative or both simultaneously. So the land health value, right, ties into the health of a specific ecosystem. Действия игроков в зоне могут повлиять на экосистему и как в положительном, так и в отрицательном ключе. То есть, если игроки добывают слишком много или слишком мало, может становиться меньше ресурсов или, наоборот, больше ресурсов. Определенные действия игроков.
might increase the health of the land, because that's То considered есть будет something такой показатель, good to как do. здоровье And maybe земли, здоровье apprehending, локации. or removing poachers that are overhunting a certain species could be helpful to the health of the land. То есть уничтожение некоторых NPC-ков может повлиять хорошо на здоровье земли. Появление некоторых NPC могут, наоборот, негативно повлиять на них. А мэр может подать задачу для игроков на уничтожение этих тварей. В общем, каждое действие будет так или иначе менять здоровье конкретной локации. Picking them off. So the spawn rates of those, those rabbits that the wolves usually take care of could go up. And maybe if you overhunt the rabbits, the wolves want to find another place to go. So, то есть, грубо говоря, если вы уничтожите слишком много волков, то станет появляться больше зайцев. Если вы уничтожите слишком много зайцев, то могут уйти и волки в другое место, где зайчиков побольше. Ни хрена себе. Фер, у меня есть Discord, в группе ВКонтакте указан, на сайте указан. Как это нет Дискорда? Есть Дискорд. Ну там тихо и спокойно. Вот и в Одиссе ссылочка не прошла, да? Да, не прошла ссылочка. В общем, система изменений мира мне нравится. Это достаточно любопытно. Have a visible and systemic effect on that world's economy, and that helps to simulate. И эта система будет очень сильно влиять на экономику мира. The prevalence in the locality of certain resources being depleted. За счет того, где появляются различные материалы. And that can spur the need for transiting materials across the world, right? Exactly. That is pretty cool. So you're saying I'm gonna have to travel to other nodes and steal their lumber? Кому нужно, вступайте, я туда пока только новости расфигачиваю. So I see here that we have a particular type of flower. У нас есть определенный цветок, который появляется, насколько я помню, только зимой, правильно? Абсолютно верно. Красивый цветочек, который появляется только зимой. I love the effect that it just. Над анимациями сбора растений, я надеюсь, они еще поработают. Потому что камушки нормально, дерево нормально, а вот сбор цветочков и ягод выглядит, на мой взгляд, недостаточно. Бордель я оценил, да-да-да. Вот смотрите, а пока он не расцвел, с ним еще нельзя взаимодействовать, потому что с него собираются только листки. И вот он расцвел, прикольно. То есть сейчас учитывайте, да, что все ускорено. Oh, that is pretty cool. Now, Slurpee, Slurpee is his gamer tag. Alex, talk to me a little bit about what you had to do to kind of make all of this performant, right? When you're creating an environment with so many of these terrain actors, these foliage actors being interactable, that can have some
potential performance issues. How did you go about addressing them? Как вы решаете проблемы с производительностью? Ведь столько вещей, которые собираются, это сильно влияют на производительность. У нас есть специальные инструменты, благодаря которым ты можешь... Специальный инструмент для дизайнеров, в котором можно рисовать все, что вы видите сейчас на экране. И их рисуют сотнями, чтобы мир был реалистичным, погружаемым. И мы делаем так, чтобы она была максимально производительным. As possible for environment art to place those assets in the world, and design being able to modify those data points to make a transition between states. That's pretty cool. And you know, obviously, when you have не понял немножечко много that might be within close proximity as you, технических моментов, да? In this environment, interacting with those different elements of the terrain, those different resources. Представьте, здесь сотни игроков, которые друг с другом взаимодействуют и взаимодействуют с деревьями. Performance is still good. Мы должны убедиться, Стивен, чтобы у нас здесь все в таком случае будет работать прекрасно. Мы стараемся по сети передавать как можно меньше данных данных на клиенты, чтобы большая часть обрабатывалась на сервере. Когда вы рубите это дерево, раньше оно поднимало при падении пыль. А что будет, когда оно упадет сейчас зимой? That would be unfortunate. I also hope it doesn't hit. Okay, we're good. We're good. You're good, dear. Don't you worry. А он поднимает снег. Милота, милота. Is that a sandal? Is that a sandal scarecrow? О, это же что? Сандальное пугало. Да, это сандальное пугало. I think there was a collision of the skeleton mesh that you're wearing. That was cool. This is awesome. Oh, I love that. That is so cool. Little sandal scarecrow. Oh, and it's growing back. По поводу анимации, ребята, да, мне тоже далеко не все нравится, и сама анимация сбора не очень нравится, но Стивен не зря 10 раз перед началом видео упомянул, что это все альфа, и над этим все будет работать. Но если есть желание, вы можете написать в комментариях и на форуме, и обычно на это обращают внимание в дальнейшем. Что вы думаете об изменении, касающемся количества собираемых предметов, ресурсов? Это основные ресурсы, это не редкие ресурсы, они нужны для очень многого, в том числе развития узлов, для их починки, и это реально основные ресурсы, которые используются в большом количестве. Of creating higher tier mats that then get used in recipes as well. But how do you guys feel about that broadening of the resource? Что вы думаете насчет того, что мы так расширили количество доступных ресурсов? And then the second И второй вопрос, это он задает вопрос вам, ребятушки, комьюнити. Что же я хотел задать второе? Визуальное. Как раз визуальное качество, которого мы хотим достичь. Что вы об этом думаете? Об этих деревьях, о камнях? Да, это будет долго падать. Это большое дерево, надо сделать так, чтобы дерево можно было убить, или, по крайней мере, ранить.
based on the type of resource, the size of particular resources. Isn't that right, Corey? Профессии будут вам давать доступ к разным типам ресурсов. То есть на первом уровне вы будете там только камень и железо собирать, а в дальнейшем вы будете обучаться, научитесь использовать другое снаряжение, другие инструменты. We wanted to take a look at maybe having a friend help you with a two-person saw on a larger tree. Maybe there's some panning that you could do as opposed to just hitting ore with Они a pickaxe. подумывают So еще we'll have, other tools that are part of that progression path, and then, о том, чтобы other сделать activities that, добычу некоторых players can do ресурсов if they would like to не gather в together. одиночку. Это is любопытно, pretty cool. кстати. And then on top of that, progression within your profession can also speed up the gathering times that you have. Саммер, количество собираемых деревьев, и, соответственно, надо бы увеличить все количество дерева, в принципе. Resources reach different stages of their maturity in coming back, right? You see that plant kind of growing back. You could potentially access the resources at earlier stages as well by having high advancement within a certain profession. Is that correct? Yeah, exactly. The speed, the time at which you're able to access them, maybe the amount that the thing yields will all kind of tie into your expertise at that. В общем, от вашей экспертизы в конкретной профессии зависит то, сколько вы ресурсов сможете собрать, как рано вы сможете начать его собирать. I love the new UI for interaction. Yeah, thank you so much to Colby and Natalie and Jeff and all the UI team. And I'd take this opportunity to thank engineering and art at Tech Art too. Like, you know, Steven had mentioned that we came with the crazy idea of reaching this visual fidelity bar, and me as being a gathering player myself, like I spend a whole lot of time. Разработчик говорит, что я сам люблю исследовать мир и собирать ресурсы, и очень часто этим занимался. И когда Стивен пришел с идеей сделать сбор максимально визуальным, я, конечно, удивился, и сначала было сложно, но потом мне стало очень интересно, как с этим работать. Мы хотим сделать как можно более реалистичным и интересно выглядящим процесс сбора для всех, кто будет этим заниматься. Ведь я бы уже хотел поиграть в игру, да, говорит Стивен, мы тоже, мы все. You guys are in the guts of it. Come on now. Okay. There is one other thing I want to talk about is also how you guys feel about the interaction of surveying with revealing resources within the world. And without that element, for example, what we showed you today with mining, you may not know what you're going to get until you complete that harvesting action. How are you guys feeling about that? We think И, собственно, про вопрос про систему исследования, да, то есть разрабатывая камень, вы не знаете, что вы из него добудете. Но вот если вы начнете использовать систему исследования, то вы можете понять, что находится в этой локации и какие ресурсы можно здесь найти. Как вам нравится такая система? Это еще один вопрос фидбэчный, который вы не хотели получить. Есть еще что-то, что мы хотели обсудить, друзья? Да, нет, вроде мы рассказали обо всем. Can't wait to hear everyone's feedback. Super excited. It's going to be a lot of fun. This was lots of fun. Thank you for inviting us. Absolutely. I think it's going to be a lot of fun to watch players interact with the new gathering systems as people get to see how surveying and land management. Саммер, так пойми, вот ты вырубила лес, и все, и он будет расти, грубо говоря, до следующей весны, а это несколько недель. Вот, и не все ресурсы доступны круглогодично, да, то есть, в принципе, это вот этим, скорее всего, я думаю, будет у них решаться. Скоростью роста деревьев. Вырубили все вокруг ноды, и все, и сидите в апсосети или покупайте у соседнего узла. In bringing you guys Alpha 2 and ultimately Ashes of Creation. So with that being said, thank you guys. Hope you enjoyed, and we will see you back on stream.
Bye-bye. Bye. То есть, в принципе, достаточно реалистично пожизненно. Господи, Маргарет, сними эту маску. Добро пожаловать обратно. Welcome. Yeah, it seems like a lot of people enjoyed seeing the update Похоже, and finding out многим that понравилось everything's harvestable. Well, not everything, то, but almost. что в мире можно собрать практически все. But with that, we know you guys have a lot of questions, so I did gather some of those. But we do want to go into a little bit more detail on a couple topics here, because we'd be here all day if we tried to cover everything. But there are a couple things that we wanted to also just share with you all. And the first thing is a little bit more information regarding surveying. So I'll kind of toss that over to Steven. Немножечко подробнее о системе исследований. So, for example, you guys saw when doing the mining, когда вы добываете что-то из камня, particular mining nodes that were present in the video, you really didn't get a sense for вы не знаете, что вы добываете. Вы не видите, что там внутри этих камней, пока вы не закончите сбор. The purpose of that is to emphasize systems like surveying, right? Это сделано для того, чтобы как раз поддержать системы типа поиска. Это компонент других профессий, разных профессий, которые требуют материалы и инструменты. То есть, чтобы использовать эту систему, нужны материалы и инструменты. Когда вы располагаете его, этот предмет, да, вы ищете, допустим, вы ищете что-то, да, при добыче камня, да, вы устанавливаете эти пилоны в определенной области. В зависимости от профессии и вашего прогресса эта зона может расти. Based on that progression as well, so you have a longer time frame by which you can survey the area. And it will indicate to you, и она будет показывать вам расположение определенных скрытых ресурсов, а также разные типы ресурсов, например, золото. Это может добывать их из камней, из жилы, которая может появляться в какой-то пещере, и его можно вымывать в реках. Вы визуально можете, вы не можете видеть их все, пока вы не начнете исследование. И вы можете увидеть потенциальную редкость, when trying to mine a particular rock. There's a reward table that's associated with it. It has a chance to proc that pure gold resource. And surveying will help you из камня с каким-то шансом может выпасть все что угодно, включая золото. И вы будете видеть, вы можете видеть шансы, количество этого золота в локации и так далее. And then additionally, when you think about the profession level required to access certain tools or to harvest certain size trees, and that will also require that the player have achieved a certain level of progression within that profession in order to do those things. Corey also talked a little bit about, при прогрессе вы будете получать, в профессии вы будете получать доступ к новому оружию, к новым инструментам. Сможете, например, начать рубить более крупные деревья, научитесь. And if you have a tool that's a two-person saw, you can have another player begin to saw. И, допустим, завалив большое дерево будет лежать какое-то время. Если у вас есть определенный навык и инструмент, вы можете использовать двуручную пилу вместе с другом, пилюкать это дерево, чтобы добыть из него больше ресурсов, чтобы оно не пропало. То есть вы его срубили, получили сколько-то, а можете потом ствол еще распилюкать на части и еще больше ресурсов с одного дерева получить. Players in synchronicity, and the performance of that synchronicity would yield a greater potential outcome as well from the harvesting event. And would they both be
Панда, both я parties or конкретную whoever's цифру не helping расслышал, я be потом able еще, to когда буду grab текстовую resources версию then. готовить, Both will be послушаю granted resources внимательно. at the Это completion of чисто the мои of the предположения, resource gather, yes. просто у нас смена сезонов идет достаточно That долго, covers another несколько topic, недель, which was the поэтому grouping, сколько group там будет harvesting. расти дерево. And Если then оно, we допустим, also растет had только, some resource растет оно expertise только весной и content we летом, wanted to а cover as осенью и well. зимой оно не вырастает, то это как бы I'm вот so sorry. Say that last part one more time. You cut Resource out. expertise. как минимум 2 недели ждать, Resource пока она expertise. начнет расти. Did I want to talk about that? I think we'll probably reserve that one actually. Саммер, нет, про for- because I апокалипсис have- ничего не we говорили, я wanna- думаю, we они wanna на present него that in a little забили. bit more, Это лишняя потеря времени, на мой comprehensive взгляд, way, тоже. so. Okay. Do you want to Yeah, I add that with the forgot. ecosystem management or? Yeah, the land management, I know we have a big rollout for it, but I Mhm. can touch a little bit on essentially what land management is. Land management is a way to take certain zones and radiuses within the world Управление землями вы можете undergoing взять interaction from players who are gathering within that area. землю и And начать depending on выполнять на ней when определенные they're действия. gathering Например, certain соберет. things, whether or not собирать those things are определенные mature вещи. or they're gathering them Когда while вы they're still собираете potentially эту young, вещь, да, that can impact the это land может management score of that повлиять zone. на And when the очки land этой management score управления begins to dip, землями and there's not reciprocal action в этой that области. increases its Господи, value, я уже заговариваюсь, простите. it can cause a detrimental effect on В общем, respawn timers, on the собирая, random производя allocation определенные of действия, собирая node ресурсы, spawns, for resources уничтожая within that монстров, area. вы влияете less на likely for rare spawns очки to occur. земледелия, longer for them to назовем это mature. сейчас так, в черновую, And от it will которых potentially зависит diminish the return в том rate of числе и resource скорость events, респана resource gathering events on those ресурсов, resources as well. There's other появление effects that can новых occur. ресурсов, Now, появление новых this can эффектов на be Земле. a counter push back against, or essentially a throttle and a counter push against how much players are taking from the environment and not giving back to Это it. зависит It от can того, also be an сколько offensive action from potentially a игроков neighboring node who берет ресурсы maybe isn't из at all at земли, war но не with your вкладывает в location, нее with ничего, your node, например. but they want to impact your ability to progress or to level up your node faster than them perhaps, and so they send their citizens to your area. Например, два узла to рядышком, decrease the land health, и and that's kind of an offensive action, одни right? хотят другим помешать в Policies скорости could potentially be развития, enacted, то они могут послать, например, своих that, жителей в зону might соседнего protect узла и certain начать actions within понижать resources, and we'll здоровье expand more on Земли land в этом management, плане. И in они future начнут articles or получать live меньше streams, ресурсов but и know замедлят that свое that is a развитие, system that развитие своего accompanies, узла. again, representing a opposite reaction from the game system to the player action, and eliciting that change within the world as a result of player activity. And that was something that we В thought was общем, really cool. это то, что мы хотим Corey сделать. То, что мы хотим сделать, I это believe, изменение мира Jason, в зависимости от действий worked on that игроков. system a lot. All right. And with that, then we have a few questions here, which is surveying only something for the gathering artisan class, or can everyone do it? Это исследование только... Surveying is Это something система for the gathering branch. Эти исследования Земли, gathering, они же только для they will have сборщиков или some все могут form делать, даже не of, сборщики? surveying Да, as это possible. относится к And I ветке think we сборщиков. kind of showed a little bit of this, like certain plants maybe you wouldn't be able to harvest in their not mature state, but will they be able to chop down sapling trees and such? As it stands right now, no. What happens is there are different lifespans of the growth period, right? You have stages where it's a sapling, then it moves into a young adult, it can move into a mature tree, and then it can be potentially a dying tree. And У деревьев несколько статусов, your от progression and там, rank and skill семечка point до allocation взрослого within дерева, оно the может быть стать profession больным деревом, that is которое, как бы, relevant to собственно, that тебе ничего не gathering даст, action оно будет больным. will help potentially increase your gathering speed to make it possible for you to gather something earlier in its lifespan. Прокачка лесоруба And позволит then to быстрее potentially добывать increase the yield ресурсы, and obviously get access. получить больше ресурсов с одного дерева. So there's ways for you То as a есть player to progress and подобные, augment when you can harvest something in its lifespan. Позволить, например, собирать какие-то And then деревья раньше, People чем are могут curious, how другие. do rocks grow срубать. back?
Как вырастают обратно Rocks grow камни? back. Хороший вопрос. That's a good question. What's the lore behind rock growth? Какой же лор у нас за I ростом think камней? that in a mechanical answer, Я думаю, с механической точки зрения, excuse me, the mechanical answer to that is that the resource node respawns. это And просто its респан respawn location will be a variable. ресурса. It Его will be место randomized. It will респана always respawn in that рандомное. location. Per se, you're seeing that now, but that's because some of the coding is still outstanding. Вы сейчас in that видите, что regard. они появляются в тех или иных местах, но это для теста, и это еще дорабатывается система. То есть появляться они будут в разных местах. And I think that's the crux of what the question is trying to ascertain. Will I be standing at a location waiting for something to respawn and then it maturing over time and then just accessing it? And that's not the intent of the system. Yeah, a few people did ask that, and also asking if a player or NPC is near where something's growing back, what happens? When they're near it growing back? Yeah. You mean like from a collision perspective? Yeah, like if I'm standing near it, or if an NPC is. When the collision would intersect with the player capsule, then it would offset the location of the player capsule. It would move them, or it either that or in some scenarios the collision would be disabled until the player moves out of the collision box. And the flip side of this is what happens when a tree falls? Do I take damage? Do NPCs take damage? Будет ли получать урон doesn't от do damage. от падающих That's a деревьев? fun mechanic. Нет, There's lots of games that have it. I've experienced it. It's interesting. Много игр, где оно есть, много игр, где подобное используется, но нет. Sometimes the hundreds. It can create an almost comical type of environment. And that may be fun for the first few occasions that it occurs. But в игре, где несколько человек, а то и сотни могут находиться в одной системе, она вела бы себя не очень хорошо. Получение урона от падающего дерева. Хотя во время осады срубить лес, чтобы он попадал на голову нападающих, это было бы забавно, конечно. Fall on your head or bounce into your bodies and kill you, or hundreds of other people. And then the follow-up question here is also, can mobs knock down trees? So могут ли мобы рубить деревья? Да, могут. Могут. Мобы тоже могут рубить деревья. Type of interaction where the interactable object can be influenced by non-player characters, and that can help to sell the scene of a giant monster roving through the forest, and also potentially impacting the land management of the area, or just the general aesthetic of the zone, being able to track a raid boss that's roaming across the countryside because поломанные деревья могут позволить или кусты там поломанные могут позволить отследить какого-нибудь великана. То есть это позволяет создавать больше погружения в игре. Подобное взаимодействие. Correct. And then the other question is in regards to sound. Will it be multi-directional? Or Yeah. Sound is something. Now remember, звук будет ли многонаправленным? Да. Мы над звуком работаем. Звук будет важной составляющей игры, в том числе, чтобы понять, где что находится. Сейчас он хвалит звуковиков, девушку, которая у них по голове. Говорит, они только начали, но уже очень круто. Мы очень сильно... Когда вы увидите, насколько он зависит от дистанции, когда вы заметите эхо, которое появилось в игре, вы поймете, что это круто. And you don't have to necessarily believe me on that. Just look to our performance on things like the character creator, on things like the weather and seasons. It's important to note that
Ashes of Creation is very much a love and passion project. And the Пожалуйста, cool thing понимаете, about love что and passion projects is that Ashes of when Creation — you это reach for проект, the stars and который мы creating, делаем с you know, an вдохновением и experience огромной that любовью. Это как бы is top of its class, love and that passion, is a shared desire passion, amongst я all of даже us at не знаю, Intrepid. как это на русский You're перевести, going to есть see у них такое some выражение. really immersive qualities and Ну, в high общем, это, грубо quality говоря, самый-самый любимый ребенок, которого мы холим и лелеем, как development только coming можем, forward, and sound и design is стараемся obviously сделать one of those very его important красивым areas. и And I know прекрасным со всех just сторон, how включая phenomenal. саунд-дизайн. Kat's probably like, okay, you're setting expectations really high, but the reality is she's You're that awesome, good. Kat. And I know. So we're really excited to see that work further. Yeah, and I think the last question here that I'll И wrap up for this последний segment is going to be, вопрос, и мы дальше folks пойдем. do have concerns about resource griefing to some extent, which is a great topic of discussion that we've had Что вы думаете earlier. про грифинг ресурсов? Грифинг ресурсов — это уже Will не there грифинг, be это уже enough грабеж. gathering items for people to harvest? Is there going to be, do you have solutions for some of those issues where people might be like, we're keeping these nodes to ourselves and not allowing other people to Да. get Это то, что them, that kind of как раз я говорил, I да, think что that народ свои точечки again, we будет get back to this охранять. philosophy Мы question. снова Yeah. возвращаемся к Risk этому versus reward. философскому вопросу. And Риск when you против think about награды. the availability of resources, Когда вы смотрите на probably one of the most доступность instrumental ресурсов, keys of making that foundationally a rewarding system is through the introduction of scarcity. And scarcity by definition means that there's not enough for everyone. то есть And in мы that хотим сделать так, regard, you're чтобы going to get всем не player хватало. behaviors that are driven by scarcity, such as wanting to protect the И land будет, around your естественно, node, появляться or желание locations of rare охранять spawns землю when they вокруг occur. своей земли, или места появления A этих mithril ресурсов node редких. might pop up Или in a может cave появиться somewhere, and some мифрильная guild might wanna пещера, и try to lock down мифрилов that node. пещеры, и какая-нибудь And they гильдия may может do so захочет by закрыть utilizing эту instruments гильдию. like Да, declaring они war on other могут guilds, or могут начать объявлять войны другим essentially гильдиям. trying to capitalize on that Или node before anybody else has the opportunity to do пытаются so. заработать Again, to the здесь point как of можно MMORPG, больше, прежде it's чем другие extremely придут. unlikely in the goal of the system is to deter the potential for PKing. That likely will not be the case in the vast majority of situations. В большинстве случаев банальное ПК будет просто невыгодно за счет того, что игроки будут получать за ПК. За счет того, что ПК будет получать очень много минусов. Но это не значит, что мы полностью хотим избежать конфликтов. Но мы хотим, чтобы чтобы у этих конфликтов была причина, чтобы они возникали не на голом месте, а чтобы у него был смысл у этого конфликта. Now you have motivation for why you might want to achieve either better gear or stronger alliances or stronger friends or a guild that you can rely on. Those things help you climb the ladder of success. And that is something that is a core philosophical tenet of Ashes of Creation, and we won't ever step away from that. Cool. Just saw people talking about it. I figure it's a good thing to discuss because there are balances, and I think like the economy element of that is very important. You need to want to get those resources, and people need to want to. Лучше бы они стримы проводили по пятницам, по понедельникам, потому что в пятницу уже мозг фигово работает. Buckle in, guys. Ох, мы уже здесь 1,5 часа сидим, друзья. Я думаю, что мне так тяжко. Итак, коротенький обзор характер-арта. Воин-скелет. Красавчик. Я так подозреваю, все уставшие, Вероника, просто. It's in the run of show as well. I know, but I don't have a computer. It's like over there. Yeah, they look really cool. I love their armor. It looks great. Yeah, I love these guys. You might be seeing them in the Pathfinder campaign next week on Saturday. Yeah, that area is going to have a lot of spooky stuff in it. Some hints on how to build your character for those of you who are participating. Next up, we've got our bandit slaver. So you're going to see
kind of the creation of them and then the actual model as well, which is pretty awesome. He's pretty creepy. I think Keith did this, yeah? Yeah, Криповенький, Keith да. did this one. It's Looks not great. okay. Перс, смысл конфликта «ты меня бесишь». Ну, смысл I like his конфликта little «ты меня lantern, бесишь» too. Does he обычно have a редко lantern? доводит до Yeah. убийства, да, And и the- опять же, риск Is it против a награды. lantern? Ты меня Like a бесишь, ты можешь, interesting конечно, device. запокашить этого Something. персонажа, Yeah. но ты получаешь минус. Well, I should Отмыться There you достаточно go. сложно. Атаковать тебя может любой I don't think другой, it's причем не lantern, yeah. I включая think it's, режим PvP. А ты manacles убиваешь еще and одного человека, не Oh, the убившего, device to не prod you включившего with. PvP, ты получаешь For еще some reason, уровень my vision isn't as good as ПКшера. it used to И be. так It does have a до glowy того look. момента, когда у тебя остается 10 So, хп, и uh, ты не знаешь, что Let me делать light дальше. the way, adventurers. Come with me. Let me manacle you. Oh, whoops. And then we have this. I think his eyes will light the Или path. я It's сейчас just вообще не really туда влез. creepy. Ну, ладно, не буду отвлекаться. Very- Криповенький He's not creepy. дяденька. He's just misunderstood. He's gonna You don't- brand you. Он with не his криповый, его просто branding не поняли. device. Он просто не That's meant понятый, to говорит protect you Стивен. against the creatures that might try to attack as he leads you deeper into his home. Yes, true, for sure. That's what he tells you to make you feel safe. Все эти вещи, говорит Стивен, ему нужны, чтобы And then the защитить вас от next one существ, here is которых вы obviously можете you gotta have столкнуться, the пока он bandits ведет to do вас the bandit flavor. So here are some глубже of в the свои bandits. владения. I did see А это today просто some of the бандюганы. bandit, Смотрите, какие четкие full models came in пацанчики. as well, so but you get a Nice. little Это ж просто group прям photo. к This is успеху идут. before. Aw. They look like they're like a band of some sort. And then we Это also просто have бандюганчики. some spear and Немножечко shield and mace копье, action, щит и base булава stuff, базовые. which looks pretty awesome. Which some people might be seeing in a very near future stream. Yeah, very Yeah. near future stream. И And в then we самом also ближайшем have стриме вы our опять их увидите. Это Q&A. они прямо So про let этого us самого. get through those questions. Проводят этот Try вот not to стримчик, hold y'all который here 5 числа. hostage too long, although I'm Итак, sure вопросы и chat's ответы. like, 2 hour Соберись. stream, go. I know. Actually, do you want to talk about anything studio update wise as well? Что-нибудь про студию Before we хочешь do рассказать, Q&A? Стивен? Yeah, I mean, Да, studio update things пожалуй, are going да. great. У нас At все the studio, we прекрасно. have been, hard at work towards Alpha 2. Мы усиленно работаем, Design готовимся ко has, второй альфе. really been, getting into the playable area of Alpha 2 and getting, Дизайн переводится all the в UIs and the node layouts and, игровое their, пространство. У нас появляются новые точки интереса, content. контент, связанный с нодами. В общем, добавляется все то, что должно появиться во второй альфе. Undertaken some significant merges as of late. 10 months in the 10 months in the in the works here. Hunter and Zach have been doing a lot of and Antonius have been doing a lot of network optimizations. Очень много and работы идет по there's a big сетевой merge going on, оптимизации. Здесь очень много проделано за последний and месяц. that's always fun to see a lot of that hard work come to fruition. And of course, Art is just leading the charge in creating this incredibly beautiful and immersive environment, and the characters and the animation, В общем, visual effects, потихонечку UI. работаем. It's been Создаем awesome интерфейс, seeing the персонажей, teams задания, kick точки off with, интереса, заполняем игру, with the, дорабатываем системы, the все как results and обычно. what I'm seeing in the reviews is phenomenal, and I know you guys are agreeing because we see your updates and community gives me updates on player sentiment and discussions, and They just it's want always more, nice to Steven. see. More. I know. I know. They're like, give me more. Even the developers, they're like, more. I know. Oh my I gosh. heard Corey over there like, I want to play. Yes. all right, What do with- they say? Patience is bitter. Терпение, But терпение. it's Терпение Oh man, I горькое. can't remember the saying now. Нет, I не don't помню, remember. говорит, But patience is difficult. не помню, говорит, but, полностью it's worth the wait. поговорку. It's worth the wait. Ну, в общем, All right, with that, let's терпеть go сложно, into the но оно Q&A того and try стоит. to Переходим к get through as вопросам и many of ответам. these bad boys as we can. I'm
I'm going to start with some of the PvP-oriented ones Найдем про because I feel like начнем с про they're PvP. Sure. contextually make sense with what we were discussing before. So Dolium wanted to know about player corruption. Actually, all three of these will be player corruption oriented. They were asking, how will you address the possibility/inevitability of players purposely having low-level characters with max-level professions to mitigate against being ganked via giving more corruption/imbalancing the risk versus reward idea? Нифига не понял вопрос, если честно. You're muted. Стивен, I по-моему, think you muted тоже. yourself when you Whoops, coughed. sorry. It's all good. It's important to note that there are certain Что-то про разницу requirements уровней. that come with professions. Типа, Those если requirements, низколевельный персонаж take с into account the, высоким уровнем dangers and профессии, locations that are level dependent within the world. профессия имеется в There виду are именно сбора и also крафта. some requirements when it comes Для профессии to требуется в том the числе ability получать to и use certain уровень, types of tool sets and or чтобы surveying использовать определенные options инструменты, попасть в that определенные kind локации. of make that a bit more difficult. But also, you know, the intent of the corruption system is to deter PKing, especially with the level disparity. Система проклятия как раз... Ну и плюс система проклятия в обязательном порядке учитывает разницу в уровне. То, что мы обсуждали это в прошлый раз. Чем ниже, чем больше разница между игроками, тем больше штрафа получает ПКшек. Но как бы, если речь идет именно о крафтерной профессии, типа там персонаж маленького левела, но крутой крафтер, это достаточно маловероятно, потому что... Но при этом это возможно, и если вы видите, что персонажа, у которого может быть реально много ресурсов, и вы хотите его ограбить, ну, это риск против награды, вы можете попробовать на него напасть и рискнуть получением вот этого вот минуса. Можно ли уничтожать ману противника и видеть, сколько ее у него? Насколько я понял вопрос, пока сам говорил, плохо слышал. Скорее всего, это будет как статус-эффект. Were not flagged as a combatant or did not have corruption, then they would not be subject to the status condition. То есть можно ли... Will killing a player's mount, battle pet, beast of burden give corruption? Убийство маунта или призванного существа, дает ли это corruption? Да, дает. Если ты попытаешься, допустим, украсть ману у мирного персонажа, будет ли это начинать PvP? Такие эффекты, скорее всего, будут накладываться через статус, на мирного статус наложить нельзя. Про караваны. Могут ли два Могут ли два каравана ехать вместе и таким образом защищать друг друга дополнительно? Нет, каждый караван, у каждого каравана свой ивент. И в ходе зоны ивента вам предложится, в каком ивенте принять участие. Либо первого каравана, либо второго. Плюс караваны могут быть разные по размеру и по вместительности. Они могут вести большие, малые, средние, господи, не чемоданы, в которых чебурашку привезли. Коробки, короче. Простите, друзья, я уже плохо соображаю под вечер пятницы, уже все, силы кончились. В общем, нет, два каравана могут ехать вместе, но они будут создавать разные ивенты.
How will the ship firing system work? For example, Как будет will the работать система shell стрельбы из hit корабля? where the cursor indicates, or will they have to Ядро будет, calculate the projectile drop and ядро manually будет adjust the вылетать и попадать туда, elevation куда of the weapon? показывает So курсор, it или надо depends on будет the type of рассчитывать weapon. There will absolutely баллистику? be Зависит от weapons типа, that зависит are от projectile-based типа that will require оружия. meeting the Это target вы and просто указываете, predicting the куда movement летит, но of все равно нужно учитывать of движение the opponent, противника. NPC or otherwise. And then there are faster type Есть более projectile weapons быстрые that снаряды, would reduce которые the predictive nature of уменьшают необходимость the в расчете полета. longer projectile times, right? So В общем, that might be расчет something снаряда like a вести надо harpoon будет, и when в зависимости fired от if it оружия impacts a и target скорости within its снаряда, range это будет within сложнее и a легче. manner of a second or two tops, whereas you might have a potion launched that could potentially take upwards of 3, 4, or 5 Ну, seconds то есть, грубо to говоря, один attack, снаряд depending летит on the 1-2 angle секунды, а другой летит 4-5 секунд. of the Если вы firing. какой-то, допустим, запускаете в All него, right. как And then Севин Mycology выразился, wants to know about какое-то зелье, arenas. например. Will the game's PvP instanced content, such as arenas, have level bracket caps, since the leveling process is intended to take a while? They will have Будет ли на аренах level разделение requirements in по order to уровням? participate Будет требование in the по arena, but уровню, they will not have то есть минимальный уровень для bifurcated входа на brackets, арену, но essentially, прям разделение that would have по separate player уровневым pools. там, So you will be a minimum level requirement in order то to есть сражаются уровни participate in the arena 5-8, system. 8-10, If 10-12, нет, you такого achieve не that minimum будет. level Если вы requirement, you're добираетесь able to до participate минимального in the same уровня, вы pool. можете принимать участие. There will likely be some form of ELO system associated with arena participation that gets flushed on a seasonal basis as well. All right, and then Drunk Ninja wants to know about professions. Now that the shipbuilding profession is no longer exist, how will we build ships? Как мы будем строить корабли, если нет профессии Ships по are строительству built кораблей? in adherence to a recipe. That recipe requires components. Those components adhere to different professions, different Корабль crafting строится professions по that require рецепту, a player у to kind рецепта of несколько intersect ингредиентов, and/or ингредиенты craft создаются or purchase разными those профессиями, поэтому вам components придется from different взаимодействовать professions, с and then once they различными have been людьми, с accumulated, различными they can do the construction игроками, с process of the rest of the разными system at a harbor. And классами. then Roni Sciponi, which I love their name, wants to know about gathering. We kind of answered this, but I think this is a very specific version of it. Will a party of gatherers be able to extract more resources in a dungeon Сможет ли than a группа single player gatherer? игроков достать больше ресурсов в подземелье, чем один игрок? Situationally? В зависимости от ситуации, возможно, да. It depends. It depends on what resource we're talking about. Зависит от того, о каком ресурсе мы говорим. The introduction of these group-based or multiplayer-based resource gathering options, a single player wouldn't have access to that. So depending on Но, the type of например, resource and есть whether or not it interfaces ресурсы, которые нужно with добывать a нескольким игрокам, group и resource один человек option, просто не получит к ним доступа. then the answer there would be obviously yes. Поэтому, да, But at the same могут. time, if there's a limited number Но of если там есть resources, ограниченное количество that ресурсов, are и которые available могут within the location, собрать в and it's одиночку, то achievable for an individual to harvest them, то as нет, разницы не efficiently будет. as a group, in that occasion, no. So I think it's just situationally relevant. То есть исключительно All от right, and ситуации then Lord зависит. Pax wants to know about weapon and race appearance. Will weapon size apply differently to each race, such as a dwarf's battle axe being the same size as a Tulnar battle axe, etc.? No, the weapon visual, the weapons will stay the same visually from their components, their theme, but the size will be adapted. Как будет адаптироваться размер оружия, собственно, в зависимости от расы и вашего роста. Поэтому не получится, что вы огромный какой-нибудь кайвик с маленьким гномским топориком. Нет, они будут меняться в зависимости от того, какую расу его носит. То есть ренкайский кинжал не будет выглядеть как дунирский двуручный меч. This one's from Asgerman, which is OpenSea content. With risk versus reward as a central design element, will there be better materials, items, resources, etc. in areas with auto-flagged PvP, OpenSea nodes, ruins? Учитывая риск против награды, будет ли в локациях с открытым PvP более ценные награды, более ценные ресурсы? Мы обсуждали это.
better things in more abundance can be found in the open sea zone. Да. And as a result, that is why there's an added level of risk associated with opting into Некоторые those хорошие locations. предметы можно будет чаще So найти, as допустим, в players море. choose to enter the open Соответственно, sea, they're aware that это the риск, если potential вы for reward решаете is туда higher. In отправиться, order то to вы keep рискуете, relevant но вы that можете equilibrium найти between the и ratio получите of risk лучшую награду. versus reward, we've decided to step up what that risk looks like in the open sea by changing the flagging rules. All right. And that is our questions for today. И Hopefully you это all все с enjoyed вопросами our на live сегодня. И stream. You надеюсь, had вам a good time понравился checking out наш all of the лайвстрим. good gathering updates, and hopefully you like them. And if you did or didn't, head on over to our forums. We have a feedback thread Но over there дальше, with all как of the всегда, gathering updates. Маргарет We would рассказывает, love for посещайте your наши форумы, обязательно your оставляйте thoughts on фидбэк, gathering professional присоединяйтесь к нашим performance социальным survey in сетям, order to know вступайте your в нашу группу gathering ВКонтакте, and changes we вступайте в made наш that we think would be Дискордик. valuable Дискордик я and so on кидал and so выше, могу forth. еще So раскинуть, any если кто-то не comments, запомнил. requests that you have, В общем, things that you think, other на gamers did этом really интересные well, we'd love материалы to все. hear all Простите, those друзья, я под конец стрима уже начал подтупливать немножечко, просто реально устал. И пятница вечер, и конец месяца, и стрим 2 часа в этот раз. Это прям жестенько было. Если я что-то пропустил, обязательно на сайте будет у нас текстовая версия, скорее всего, как обычно, в понедельник. На выходных я все-таки предпочитаю общаться с детьми, но если вдруг появится минутка, сейчас свою рожу включу, если вдруг появится минутка, то обязательно, друзья, обязательно я вам текстик постараюсь подготовить заранее. Вот, мне там приходили какие-то оповещения о подписочках на YouTube. Друзья, все, кто подписывался, всем огромное спасибо, вы крутые. Мы двигаемся к 1000. Мы двигаемся к 1000. Мне нужна 1000. Я все-таки пока не оставляю надежды запустить серии стримчиков по хоррорам, как было раньше. Возможно, уже со следующего месяца это у меня получится. Если что, заглядывайте и подписывайтесь на каналчик, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое. По поводу стрима 24-часового, естественно, смотреть его полностью и стримить его полностью я не буду, но я обязательно пролистаю, посмотрю, что там было интересного. Если там будет что-то любопытное по лору или по игре, там на 7000, по-моему, они обещались выложить какую-то информацию по ШСМ, это они наберут 100%. Обязательно постараюсь промониторить и вам в группочке, на сайтике обязательненько выложу. Стивен, как всегда, полчаса всех благодарит. Мы все крутые. Мы готовимся к второй альфе. В общем, это они сейчас проводят этот длинный стрим, что это просто поболтать с ними, повеселиться, поразвлекаться. Так, друзьяшечки, есть ли у кого-нибудь вопросики в чатике? Всем чмоки в этом чате, жду ваших вопросов. Если вопросов нету, то мы, наверное, будем уже и прощаться. Я пойду попью чайку и лягу баньки. Меня ждет мягонькая кроватка, тепленькая одеялка и мурчащий котик. Тема ПВП, которую сегодня опять весь стрим обсуждали, собственно, не знаю, что еще по этому поводу сказать, потому что в прошлый раз все обсудили. Если ПК в игре есть, но оно сильно ограничено и действительно требует определенной решимости, чтобы пойти на такой шаг, то я лично не против. Если это ПК, как это было в той же второй линяге, когда просто старшаки могли мелочь пузатую рубать пачками, это скучно, это нарушает игровой процесс, это мешает. Оно не дает никакого интереса никому, кроме тех, кто, собственно, убивает мелочевку. Просто ради того, чтобы поржать, смотри, они сдохли. Вот.
Соответственно, вот этот шаг, что чем больше разница в уровне, тем больше штрафа ты получаешь. Сложность снятия, уменьшение количества здоровья в зависимости от количества проклятий, которые на тебе лежат. Вот это все, оно действительно, скорее всего, мне кажется, должно повлиять на сильное уменьшение подобных случаев неадекватного ответа. Но, тем не менее, возможность как-то ответить и, допустим, даже защитить свой ресурс ценный, который ты нашел, пожертвовав вот этим вот, да, и став ПКшером, и потом пожертвовав усилиями, которые тебе надо, чтобы отмыться, это, на мой взгляд, все-таки нужно. Потому что он реально добавляет риска, и этот риск добавляет больше интереса. С другой стороны, да, чтобы защитить свою точку, совсем не обязательно становиться ПКшером. Как Стивен сказал, это может быть объявление войны гильдии. И тогда все... То есть пришел к тебе чувак, ты ему говоришь, уйди, он не уходит. И ты смотришь, какая у него... Если он в гильдии, ты просто объявляешь этой гильдии войну. Да, это тоже серьезный шаг, но тогда ты можешь его убить, не став ПКшером. Ты можешь дождаться, пока этот чувак соберет караван, и напасть на его караван. Поэтому вариантов масса, и рисковать потерей ресурсов, потерей возможности контактировать с NPC-ками, потерей здоровья и вот этого всего, ну, это нужно быть немножко странным человеком, на мой взгляд. Все, я про PvP сказал, что хотел. Я еще раз хочу сказать всем, кто меня смотрел, большое спасибо. Вы крутые. 2 часа мы с вами здесь провели, 2 часа 5 минут уже. И надеюсь, что в следующем месяце мы, может быть, даже встретимся немножечко раньше, чем последняя пятница месяца. А пока что всем хороших выходных, не болейте, чувствуйте себя хорошо, ни о чем не переживайте, все будет зашибись. Пока-пока, друзья.